Хочу поделиться рецептом приготовления эклеров. Эклеры – это один из самых моих любимых рецептов. Я эклеры пеку очень давно, еще со школы. Технология выпечки эклеров на первый взгляд очень простая, но необходимо знать некоторые особенности процесса приготовления, чтобы пирожные получились красивыми и вкусными. Нам потребуется 100 грамм масла сливочного, 3/4 стакана воды, 1/4 чайная ложка соли, 1,5 стакана муки и 5 яичек. В кастрюлю добавляем кусок наш приготовленный сливочного масла, воду, соль и доводим до кипения. Как только начинается процесс кипения, добавляем сразу все приготовленное наше количество муки, 1,5 стакана. Быстро-быстро перемешиваем, чтобы образовалась однородная масса. И выключив конфорку, 3 минуты продолжаем все это тщательно перемешивать, наше тесто, чтобы как следует все оно перемешалось и заварилось. Ну вот, наше тесто готово. Нужно, чтобы оно слегка остыло у нас. И когда оно у нас слегка остынет, можно вбивать туда по одному яичку. Каждый раз нужно размешивать до однородного состояния. Стоит немного потрудиться, и тесто примет однородную красивую массу. Ну вот, у нас тесто вот перемешалось до однородного состояния. Нужно добавлять еще одно яичко. Ну вот, тесто у нас очень прекрасно впитало все яички, которые мы приготовили. Оно становится очень таким мягким, эластичным. Проверить готовность теста довольно-таки очень просто. Готовое тесто должно стекать с ложки треугольничком. Ну вот, примерно таким вот. Видите треугольничек? Вот таким треугольничком оно должно стекать. Вот. Значит, у нас тесто получилось. Мы добились того, что хотели. Теперь мы тесто добавим в кондитерский мешок. Можно, если кондитерского мешка нет, можно использовать простой прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором вырезаем уголочек. Выдавливаем вот такие полосочки сантиметров по 10. Не надо бояться, что они будут неровные. Процесс приготовления довольно-таки так своеобразный, на ваше усмотрение. Обязательно надо оставить место между ними, потому что в духовке они увеличатся у нас в размере в 3 раза. Пока пекутся эклеры в духовке, мы приготовим крем. Для крема нам понадобится 1 стакан сливок, 1 стакан молока. Сливок желательно побольше жирности, будет
очень вкусно. Полстакана муки. Здесь у меня в равных пропорциях взята мука и половина кукурузного крахмала. В крем добавляем ванилина или ванильного сахара. Если ванилин, то щепотка, если ванильный сахар, то можно побольше. Так, сейчас мы это все венчиком перемешиваем. Сюда же мы сейчас добавим 4 желтка. Так, в крем добавляем 4 желточка. Можно добавить вместо 4 желтков 2 яйца вместе с белком. Тогда добавляете 2 яйцечка. А если одни желтки, то тогда 4. И все вот это вот также перемешиваете. Так, после добавления желтков сильно взбивать не надо, просто вот перемешиваем венчиком. Добавляем сюда еще стакан сахарного песка. Так, и ставим на огонь при непрерывном помешивании. Вот все точно так же помешивать надо. Мы доводим до кипения и сразу же выключаем, и наш крем, можно сказать, готов. Ну вот, при непрерывном помешивании мы доводим крем до кипения. Начинаются пузырики, а это значит, он у нас уже начинает закипать. Вот самое главное, чтобы не успевать, чтобы он у нас не был комочками мешать, и чтобы он у нас не подгорел. Потому что если его оставить, он у нас подгорит, и вкус его будет совершенно другой. Вот, какие. Пух-пух. Вот. Все. Крем у нас готов. Мы выключаем. Для аромата в крем можно добавить обжаренные толченые фисташки. Они придадут очень такой приятный вкус. Ну и маленечко изменится цвет такой, станет чуть-чуть салатовый. Это придаст и аромат, и вкус, и цвет. Ну, то есть все это улучшает вкусовые качества крема. Ну вот. Меленько перетолкли фисташки. Вот. И добавим. Ой, а запах. Так. Пошел такой аромат. Так. Ну вот. Теперь надо подождать, чтобы крем остыл. Полностью остыл. И после этого мы будем начинять наши эклеры. Наполняем наши эклерчики кремом. Для этого мы каждый эклерчик делаем надрез ножом по боковой стороне. Не надо бояться, что они сломаются. Они у нас примут такую же форму. Наполним кремом. Я люблю, когда крема много. Вот. В крем добавили фисташки, поэтому крем наш получился такого светло-салатового цвета, необычного. Но это, конечно, на любителя. Таким образом будем наполнять все наши эклерчики. Ну вот, эклерчики наши все мы начинили кремом, приготовили. И теперь мы будем украшать их. Для украшения я использовала растопленную белую шоколадку, в которую я добавила 1 столовую ложечку молока. Берем эклерчик, макаем в приготовленную нашу растопленный шоколад.
и присыпаем вот так вот таким образом орешками. Вот видите, совсем с обычного эклерчика получается довольно-таки такое необычное красивое украшение. Для украшения можно использовать простой шоколад темного цвета. Можно не использовать орешки. Все на ваше усмотрение. Вкус эклерчиков очень такой вкусный, поэтому если даже не использовать украшения, от этого вкус эклерчиков нисколько не пострадает. Вот такие красивые, симпатичные эклерчики у меня получились. Пробуйте, пеките. Приятного аппетита!